Георгий Кочарашвили стал официально игроком Лиссабонского Спортинга. И в этом видео я расскажу, почему это круто и почему нам стоит порадоваться за Георгия. Поехали! Друзья, всем привет! Решил попробовать такой новый формат, новую рубрику реакции на важные события в мире грузинского футбола и на какие-то важные переходы. Вот буквально вчера ночью мы узнали о том, что Георгий Кочарашвили становится футболистом Лиссабонского Спортинга. Ну, в общем-то, все были рады, я не видел кого-то, кто бы горевал по этому поводу. 5 лет контракт, до конца сезона он доиграет в Леванте, есть еще шанс там свое последнее слово сказать, помочь команде подняться в Примеру. Ну, а здесь я хотел бы назвать вам 5 главных причин, почему этот трансфер – это успех грузинского футбола и сборной Грузии. Первая причина – это Еврокубки. Вообще посмотрите статистику выступлений Спортинга за последние годы, как часто эта команда выступала в Еврокубках. Ну, начнем с того, что вообще-то это последний чемпион Португалии, и до ухода Аморима команда играла потрясающе, и мне кажется, что вполне вышла бы из группы. Но даже если сейчас команду лихорадит, она все равно стабильно идет в топ-3. Там, конечно, в Португалии Брага вклинивается в это топ-3, но Португалия стоит очень высоко в таблице коэффициентов. Это стабильное участие, ну, как минимум в Лиге Европы, а это значит, что международные матчи, возможность себя показать уже на другом уровне, ну и бесценная практика, которая при всем уважении в Леванте он никак бы не смог получить, даже если команда сейчас поднимется в Примеру. Вы только вспомните имена, кто уходил из Спортинга в большие клубы: Бруно Фернандеш, Криштиану Роналду, Нани, Руй Патрисио. Вообще этот список можно бесконечно продолжать. Спортинг — это команда, которая заточена вообще на продажи. Они находят и молодых перспективных футболистов из разных стран, не только из Португалии, и из Южной Америки привозят, и из Европы. И в принципе это такая фабрика по производству талантов, ну и по их отточке, скажем так. И потом Спортинг, когда эти таланты раскрываются, они ставят сумасшедший ценник, зарабатывают, футболисты прогрессируют, уходят. Здесь, знаете, есть два плюса для Кочоры, потому что, во-первых, это значит, что даже если он поначалу, может быть, не будет попадать в стартовый состав, все-таки Спортинг, на мой взгляд, это другой уровень, это не Леванте, при всем уважении к Кочарашвили, но, тем не менее, когда-то лидеры Спортинга, они уйдут, потому что, ну, команда просто заточена, она так устроена, они воспитывают футболистов, футболисты о себе заявляют и уходят из клуба, клуб зарабатывает на этом деньги. Я уверен, что вообще, в принципе, если Спортинг вышел на Леванте с таким предложением, то, ну, какую-то перспективу у Кочоры они видят в команде, и игровое время у него определенно будет. Ну, если сразу в старте он не заиграет, то заиграет позже, и это не может не радовать, такая перспектива, а там, ну, вполне можно уйти и в АПЛ, и в Италию, и вообще в любой клуб. Знаете, Спортинг и вообще португальский футбол — это такая настоящая витрина талантов, поэтому я считаю, это очень веский аргумент. Адаптация, конечно же, адаптация, потому что, ну, знаете, все эти спортивные причины, они могут иметь значение, но Георгий играет в Испании уже с 2017 года, да, там на самых разных уровнях. Был он то в Академии Леванте, потом какие-то аренды. Он блестяще знает испанский язык. Конечно, Португалия — это не Испания, другая страна, но менталитет похожий, находится рядом. Я думаю, что в Португалии с испанским вполне можно легко изъясниться. Но и изучать португальский гораздо будет легче при наличии уже рабочего испанского. Я думаю, что это тоже немаловажный фактор в этом переходе. Ну и, наверное, Георгию будет проще адаптироваться не только в самом городе, в стране, но и в команде, где, я уверен, испаноязычных футболистов тоже будет достаточно. Сборная Грузии, конечно же, это важно. Вы вспомните, ведь в сентябре 2023 года мы вообще не знали, кто такой Георгий Кочарашвили. У него ни одного матча за сборную Грузии не было. Вы наверняка помните матч с испанцами 1-7. Вот его Георгий наблюдал со скамейки запасных, потом с Норвегией получил свое время. Ну и потом уже постепенно начал завоевывать место в основном составе. В стыковых матчах против Греции и Люксембурга он стабильно выходил в основе. А с Грецией вообще он первый подходил к точке в решающий
решающей серии пенальти. Представьте, это сумасшедшее напряжение. И там Георгий не растерялся. Но чемпионат Европы, не будем забывать, что первый исторический гол, забитый Жоржем Микаутадзе, был забит именно с передачи Кочурашвили. Георгий сыграл на чемпионате Европы все матчи, все в основе, все по 90 минут. Да, где-то, может быть, этого не хватило. Но вот зависимость сборной Грузии от Георгия мы увидели уже осенью, когда в Лиге наций был матч против Чехии. Там Георгий забил 4-1 албанцам. Единственный его гол, потрясающий сумасшедший удар из-за штрафной. И вот этот жест капитана Америки, как мы знаем. И потом, после матча с Украиной, из-за перебора карточек он выпал. На домашнем матче с Албанией Георгия не было. Прям чертовски его не хватало, это было видно. Вернулся уже на ответный матч с Украиной. Албанцам, к сожалению, проиграли. А вот с Украиной опять ассист на Жорже Микаутадзе. В общем, незаменимый футболист, не всяких сомнений. Ну и стоит вспомнить вот последний матч с Арменией. Гол, очень важный, кстати, первый гол в Армении, когда как будто бы Грузия доминировала, но никак не могла забить. И вот там Георгий тоже взял инициативу на себя, отличился. Ну, еще была голевая передача в ответной игре, но там уже как будто было бы все понятно. Я здесь вообще почему про сборную, что для Георгия, как для игрока сборной, этот переход, безусловно, рост, развитие, прогресс. Вообще, знаете, многие тренеры говорят, что футболисты растут и развиваются именно в конкурентной среде, когда они играют матчи с другими командами. Поэтому, если Георгий будет развиваться в спортинге, играя в международные матчи, в чемпионате против Порту, Бенфики, это, безусловно, другой уровень, еврокубковые матчи, то, конечно, для сборной Грузии это тоже будет рост и дальнейшее развитие. Ну и, конечно, какой футболист без титулов? А Спортинг – это неизменный участник топ-3 португальского чемпионата, то есть помимо Еврокубков, это всегда шанс завоевать что-то, тем более в Португалии сейчас есть Кубок Лиги, Кубок Португалии, чемпионат Португалии. Это ли не счастье для любого футболиста? Постоянно шанс что-то выиграть. Ну и опять же, если ты участвуешь в финальных матчах, за тобой следят, на тебя обращают внимание скауты крупнейших европейских клубов. Ну и я не знаю, были ли у нас чемпионы Португалии еще из Грузии, были ли обладатели Кубка Португалии. Я вот честно так сходу не вспомню, чтобы кто-то всерьез из грузинских футболистов заиграл в Португалии. Почему бы Георгию не стать первопроходцем в этом? Вот такие 5 причин, которые я нашел. Конечно, у каждого они могут быть разными. Пишите ваше мнение, как вы считаете, что принесет этот трансфер лично Георгию и грузинскому футболу. Правильно ли он поступил? Может быть, вы считаете, что не стоило торопиться, стоило там в премьере еще сезончик поиграть, а не переходить и менять сейчас команду как-то вот на переправе, может быть. Хотя, повторюсь, то, что он доиграет до конца сезона, это блестяще, это отлично. Предсезонку со Спортингом пройдет и, глядишь, может быть, там и в основу сразу попадет. В общем, вот такой комментарий, такое мнение. Пишите, как вам тоже данный формат, данная рубрика. Обязательно будем продолжать. Все ключевые инфоповоды, ключевые новости будем обсуждать вместе с вами.